Всем привет! Сегодня я хотела бы ответить на один комментарий. Сейчас я его прочту. Пишет: Алена, привет! Мне кажется, найти работу в Москве за 4 месяца – это очень даже неплохо. Я столько страшилок почитался и понаслышался о том, как трудно что-то приличное найти. Особенно говорят, если возраст, например, за 40, то очень тяжело, если только не резко узкоспециализированная работа. Про HeadHunter тоже слышал крайне неоднозначные отзывы. В любом случае, поздравляю тебя, души, ура! Спасибо! И 2 часа на дорогу – это, конечно, жесть, да. Надеюсь, купишь себе другую со временем. Это понятное дело, да. Вот, 2 часа на работу – это жесть, я согласна. Полностью так. Дальше. Это было… А вот, где было сложнее искать работу в Москве или в Питере? По времени, по количеству приглашений на собеседование. На собеседовании спрашивали, почему так много переезжала. Москва больше нравится, чем Питер. В общем, сейчас я отвечу на эти вопросы. Смотрите дальше, продолжайте. Так, отвечая на тот вопрос, где 4 месяца, это очень даже неплохо найти работу, да, за 4 месяца. Может быть, но если вы посчитаете, если вы приезжаете в Москву, то сколько у вас должно быть денег на 4 месяца, да, если так подумать, то вот посчитаем просто, да. Смотрите, 4 месяца за квартиру 40 тысяч в месяц, плюс 30 тысяч еда. Но если вы, конечно, один, то, возможно, будет дешевле. Но я наш вариант вам говорю, да. 4 тысячи на проезд, ориентировочно, ориентируйтесь так. Потом, потому что в метро 46 рублей, на автобусе 46 рублей, в газельке бывает даже больше, поэтому вот, на проезд тоже надо учитывать. 40 плюс 30 плюс 4, получается 74 тысячи. Умножьте на 4 месяца, когда вы ищете работу, уже получается 296 тысяч. Обалдеть просто. Сюда не входят там таблетки какие-то, шампуни, если вам надо обувь купить или рубашку там, да, на собеседование, мало ли у вас чего-то нету, да. Чайник, там, сигареты, алкоголь сюда тоже не входят, какие-то там тарелки, что-то еще, но вот если по мелочевке, тоже сюда не входит. Имейте в виду, носки теплые там, например, надо будет. Потом, в эту сумму 296 тысяч рублей не входит дорога от вашего города вот, до Москвы. Вот проезд, когда вы поедете, тоже не входит. Это тоже нужно учитывать, плюсуйте туда. Потом, вам нужны еще дополнительные деньги на поиск квартиры. То есть вы будете ездить с одного адреса на другой адрес, это тоже дополнительные расходы. Плюс вам нужно дать риэлтору деньги, это опять же определенная сумма денег. Потом, если вы в первый день не найдете жилье, то где вы будете ночевать? Вам нужен хостел, это опять деньги. Мы ни разу не нашли жилье в тот же день, в который приезжали. Мы спали. Вот. Не в своей квартире, в той, которую мы снимали, потому что вот так вот. Так что имейте в виду, на это тоже нужны деньги. Плюс, и когда вы платите за квартиру, вы еще залог оставляете. То есть вы платите за 1 месяц, платите еще за последний месяц, который вы тут будете жить. То есть наперед, это залог. Вам его должны возвратить, когда вы будете выезжать. Но бывает по-разному насчет этого. В общем, у всех по-разному бывает, возвращают или нет. Но вот столько вам денег надо. Так что 4 месяца для меня это было очень дорого. И хорошо, что у нас была возможность где-то эти деньги достать, чтобы остаться все-таки в Москве и продолжить поиски работы. Так что имейте в виду, денег надо очень много. И не факт, что вы эти деньги потом отобьете даже за год. Даже за год работы накопить столько денег. У меня это не получается. Может быть, у вас, да, у вас получится, если вы особенно, это наша ситуация, да, я вот рассказываю про нас, мы вдвоем, но если вы едете там вдвоем, 2 взрослых человека, у которых большие зарплаты по вашим должностям, да, где вы работаете, то, возможно, у вас будет другое что-то, да, по-другому. Рассмотрим в этот раз мой вариант, вот, как было у нас. Если возраст за 40, то тяжело найти работу, да. Да, это влияет, согласна, но еще влияет то, как вы выглядите. Вот, какая у вас внешность, как вы располагаете к себе людей, какой вы специалист. Вас ищут для определенной работы, для каких-то вот функций, которые вы должны выполнять. И будут смотреть на то, справляетесь ли вы с этим или нет. То есть смотрят, справитесь, подходите ли вы.
Вот, поэтому внешние ваши данные и то, как вы выглядите, да, то это тоже очень важно. Ну и, как, конечно, когда узкая специальность, то возраст немножко отодвигается, потому что если у вас большой опыт, то и работа позволяет вам не ходить там бесконечно, да, где-то подниматься, спускаться. Если это в офисе, то вы подойдете, даже если возраст будет большой, я думаю, так. Потому что где-то опыт важнее вашего возраста. Ну, конечно, чем старше, тем тяжелее, да. Да. Так, HeadHunter. Насчет HeadHunter. Но я пользуюсь этим ресурсом в надежде на то, что там будут хорошие, надежные компании, потому что я думаю, что маленькие компании, они не будут там размещать свои объявления, потому что им нужно за это платить. А так как у них нет денег, как они будут оплачивать это все? То есть там должны быть серьезные компании, которые настроены серьезно, по крайней мере, мне так хочется думать. Вот. Большие, надежные, серьезные компании. Я согласна, что бывает разное, поэтому надо внимательно смотреть отзывы, смотрите отзывы сотрудников на разных сайтах, в интернете, обязательно смотрите. Вот. Потому что если я смотрю и отзывы там просто все плохие, там в черном списке компаний, то, конечно, это лучше не надо. Даже вот откликаться, ни что, даже думать об этом, искать что-то другое. Где было сложнее искать работу, в Питере или в Москве? Одинаково сложно. И там было сложно искать работу. Потому что в объявлениях зарплату предлагают небольшую, а должностные обязанности у вас очень большие. Бывает так, что эту работу могут выполнить 3 человека. 3 разные должности, да? Но в вакансии все это в одной должности. Зарплата у вас будет как за одну. Но вы должны будете все это выполнять. Поэтому зарплата не соответствует должностным обязанностям. В Питере у меня как было? У меня было так, что я пришла на работу, у меня была одна зарплата. Небольшая была, но мне нужна была работа, мне прям нужно было уже выходить, чтобы платить за квартиру там. Вот. И я делала эту работу. Потом ушел человек, и те обязанности того человека отдали все мне. И если бы шеф не похлопотал там насчет зарплаты, чтобы мне ее повысили, то так бы, наверное, все и осталось, и все бы на меня нагрузили, да, и я бы это делала, и в конце концов ушла. Вот. И им бы пришлось опять искать другого человека. Но так как шеф устраивала моя работа, он хлопотал по зарплате. Потом была еще такая ситуация в этой же организации, когда мне дали еще больше обязанностей, и он опять хлопотал по зарплате. Вот в этом мне повезло, у меня шеф в то время вот все вот как-то вот нормально было, он мне повышал зарплату, так как обязанностей было больше, и зарплата росла. Как бы мне повезло тогда с шефом. В Москве все не так. В Питере я нашла работу за месяц-полтора. Там была совсем другая история. Нам нужны были срочно деньги. Как можно быстрее мне нужно было выходить на работу. Вот. Сейчас не буду рассказывать, иначе видео получится слишком длинным. Хочу вам еще сказать, то, что у вас должен быть запас времени. Вы не можете так приехать и сразу же устроиться на работу в тот же день. Вам нужно будет время, чтобы прикрепиться к поликлинике. Да? Вам нужно сначала сделать временную регистрацию. Прикрепиться к поликлинике. Да? Если у вас дети, то там нужно решить, обязательно нужно, кстати, прикрепиться к поликлинике, если дети. Вот. И даже если вы тоже это желательно сделать, ну мало ли, но даже если вы не сделаете временную регистрацию, вам нужна, потому что многие работодатели могут этот вопрос спрашивать, уточнять. И без временной регистрации, даже в Питере без постоянной регистрации могут, ну как, нужна постоянная регистрация, с временной могут не взять. Поэтому имейте в виду, временную регистрацию делать придется, но это нужно время. Прикрепляться к садику, к школе тоже нужно время. Так что имейте в виду, что какие-то дни у вас будут заняты этим. Так, потому что когда вы выйдете уже на новую работу, вам нужно будет соответствовать вот этой скорости работы, выработки вот этого вот, то, что от вас ждут. Вы должны это выдавать. И еще какое-то время вам нужно будет учиться, будет очень тяжело, потому что вам нужно будет разобраться, потому что в каждой организации по-разному. Вот. И нужно будет изучать от и до этот вопрос, этот проект, там вот это, на это все нужно время. Потом, конечно, будет немножко легче, ну как легче, также будет тяжело, даже, возможно, еще вас будут грузить, ну как везде. Но вы уже, когда разберетесь в этом, вы будете делать уже все на автомате, будете раз, уже будете знать, что от вас ждут. Но первое время, конечно, это будет тяжело. Поэтому лучше свои вопросы решать до
до того, как вы вышли на работу. Там пару дней, недели, не знаю, сколько это время займет, нужно решить. Вот. Тоже имейте в виду, берите запас. Ну, по времени работы, сколько я искала, Москва 4 месяца, Питер месяц-полтора, где-то так получилось у нас так получилось. Но это в моем случае, у вас, может быть, будет по-другому. Так, по количеству приглашений, Ну, если рассматривать только те, на которые я ездила, потому что у меня была переписка, разные вопросы, и судя по этой переписке, уже компания отпадала, и я ее не рассматривала, да. Если рассматриваем только те предложения, на которые я ездила, да, то в Питере я согласилась на втором собеседовании, получается. На первом я отказалась, на втором я согласилась. А в Москве на 4-м. То есть я на 3 съездила, нет, а вот на 4-м я согласилась. И везде, где я согласилась, везде меня как бы взяли, берут. Вот. Но еще была переписка, еще до этого была проработка разных вакансий, от которых я уже сразу отказалась, и даже на собеседование не ездила. В Москве у меня было одно собеседование по скайпу. Вот. Так, дальше. На собеседовании спрашивали, почему вы так много переезжали. Да, спрашивали. На собеседовании могут у вас спросить все, что угодно, поэтому подготовьтесь заранее. Вы же заранее понимаете, о чем вас могут спросить. Вы же знаете свое резюме, что вы там написали. И вы знаете примерно, о чем вас могут спросить, поэтому подготовьтесь заранее. Москва больше нравится, чем Питер? Знак вопроса. Москва больше нравится, чем Питер? Нет, Москва нам не нравится совсем, абсолютно. Мы знали, куда мы едем, мы знали, зачем мы едем, и мы знали это еще до того, как приехали в Москву. Она мне никогда не нравилась и не нравится. Вот. Питер нравится намного больше, чем Москва, но если вы едете в Москву или в Питер, то забудьте о хороших продуктах, о хорошей погоде и о хорошей экологии. Просто вода жесть, просто ужас. Я могу, конечно, отдельно про это рассказать, но вода ужасная. В Питере у нас была ржавая вода, прям можно было в раковине открыть и прям вот раковину помыли, открываете воду, например, утром, да, зубы там почистить, бац, она вся ржавая, и раковина вся ржавого цвета, все. Вот как можно умываться или там зубы чистить? Это вообще невозможно. Москва, в Москву приехали. Открываем воду, пахнет тухлятиной. Просто тухлая вода. Как будто там, кого-то убили, или там как будто там, не знаю, куча микробов, грязи и куча всего в болоте каком-то, вот это все. И вот это болото к вам, это вообще невозможно тоже не умываться, не зубы чистить. Это все воняет, просто невозможно. Горячая вода сильнее воняет, холодная не так. Горячая просто бывает, она льется еще такая белая какая-то, фиг знает что там. Вообще непрозрачная ни капли. Так что имейте в виду. Насчет машины. Ну, знаете, когда вы будете в Москве, вы, наверное, поймете, что в Москве машине, как-то вот машине вы будете уделять минимум времени и максимум денег туда. В Москве машина не нужна, потому что это сплошные траты и расходы. Здесь вы не сможете поехать на работу на машине, здесь проще на метро добираться, потому что расстояния огромные. Да даже вот тут вот нам в соседний район съездить, да, вроде не так далеко, на автобусе целый час нам ехать, это просто, это рядом, но такие пробки. А это в выходной день, а когда вы едете в час пик на работу с работы, это нереально, вы будете 2 часа торчать, даже если рядышком где-то ехать, это зачем вам это надо? И дышать там невозможно. Представляете, постоянно за рулем напряжение, вам нужно смотреть направо-налево. А если вы не выспались, да, если вам тяжело, то у вас получается, вы в машине не можете отдохнуть. Плюс парковочные места, это нереально найти. Вы думаете, рядом с работой у вас будет парковочное место? Да кошмар, да не в жизни. Да если вы еще там будете платить за парковку, это будет офигеть как растратно, я не знаю, смысл тогда ехать. То есть машина это роскошь для Москвы. Это слишком будет затратно. Это вам не нужно. Вы не для этого сюда приехали. Ну, может быть, для этого, не знаю, но мы не для этого сюда приехали. Мне было очень жалко, конечно, продавать. Я очень скучаю по ней до сих пор. Я очень хочу машину, но только не в этом городе. Вот. Вопросы были от... Вообще по-английски написано Джорджа, но это Георг написано. В общем, вот, спасибо за вопросы, спасибо за комментарий такой. Вот, за то, что
дали такую возможность с вами поговорить на эту тему. Но это только мое мнение, это только то, что происходит у меня, у других может быть совершенно по-другому это все происходить, потому что сколько людей, столько всяких вариантов, возможных и невозможных. Кому-то Москва нравится, я знаю лично человека, которому очень нравится Москва. И человек этот ни за что никуда не уедет и будет жить здесь, купит жилье здесь и, в общем, все. Корнями прирос Москва, Москва. Мы нет, мы не для этого приехали, и нас не впечатлила Москва. Но это только наше, понимаете, мнение, это только то, что мы чувствуем. Это не значит, что у всех так будет. Вот. Поэтому у вас, надеюсь, будет намного лучше, и вы будете еще удачливее, чем мы. Вот, спасибо, что вы посмотрели мое видео. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, мне очень-очень приятно. Вот. И пусть у вас все будет хорошо.